Я не знаю, как так получилось, но в моих самых любимых фильмах главная идея связана с роботами и искусственным интеллектом. Наверное, потому что меня, как и писателей-фантастов, как и изобретателей, безумно тянет к этому. И было неизбежно, что роботы рано или поздно появятся у нас в домах. Сначала компьютер, потом умный дом, робот-пылесос. И все постепенно идет сами знаете к чему. Человекоподобные андроиды уже в разработке. Хотите вы этого или нет? Ах да, забыл сказать, что мои любимые фильмы — это почти всегда хорроры. Хотели чего-то жуткого? Ну, я не против. Взгляните на это. Если вам становится не по себе, то мы с вами в одной лодке. Сегодня я хотел бы вам рассказать, почему вы всего этого боитесь и что нас ждет в будущем. То, о чем я буду говорить, безумно интересно, странно, непонятно и пугающе. Об этом было сказано и до меня, но чего-то не хватало. Пристегните ремни, мы отправляемся в зловещую долину. Мир Дикого Запада, Почти человек, Терминатор, Черное зеркало, Бегущий по лезвию, Искусственный разум. Вполне интересные вещи, которые у большинства не вызывают дискомфорта при просмотре. Все потому, что роботов и андроидов там играют обычные люди с людскими эмоциями. По сюжету это роботы, неотличимые от людей. Но все меняется, когда в фильме появляется аниматроника или режиссеры намеренно показывают недостатки роботов. Выглядит достаточно пугающе. В наших любимых мультиках герои имеют странные пропорции, совсем нечеловеческие, и нам это очень нравится. Но в 1988 году студия Pixar выпускает мультфильм «Оловянная игрушка», где использовалась новая технология, позволяющая создать более реалистичного ребенка по имени Билли. Дело в том, что он вызвал у людей не чувство восторга, скорее наоборот. Он показался им безумно жутким. А что насчет Шрека? В детстве нам нравилось его смотреть, и нельзя сказать, что, к примеру, Фиона там была какая-то страшная. Даже наоборот. Ну, хорошо, что так получилось, ведь изначально Фиона была более реалистична, и когда были тестовые показы, это пугало детей и взрослых. Пришлось переделывать и убирать излишнюю реалистичность. Жаль, что нет тех кадров изначальных, и очень интересно было бы посмотреть. Аниматоры и дизайнеры столкнулись с этим, и им приходилось подстраиваться под людей, ведь иначе они не будут смотреть. То же произошло и с играми. Никого ничего не смущало, пока не появилась фотореалистичная графика. Игры типа Until Dawn или Death Stranding используют технологию Motion Capture. Это когда актеры отыгрывают все эмоции сами, а потом все это переводится в компьютерную графику. Разработчики пытаются сделать лицо идеальным, похожим на актера, но иной раз совсем чуть-чуть не дотягивают, и мы это видим на финальном результате. Иногда там такие нечеловеческие гримасы, что становится не по себе. Но спасает положение то, что все это происходит в компьютерной игре. И, наконец, настоящие роботы, которые разрабатываются и показываются на выставках. Это, безусловно, прорыв, но многим людям почему-то неприятно на это смотреть. Почему? Задал себе этот вопрос японский робототехник Масахиро Мори еще в 70-х годах и обнаружил удивительную и пугающую вещь. Он рассказал, что его всегда пугали восковые фигуры, манекены. Плюс в то время начали развиваться технологии роботизированных протезов, от чего ему тоже было не по себе. И он решил изучить этот вопрос насчет роботов в целом. Взгляните на этот график, с которого все началось. Это сходство с человеком, а это привлекательность. Представьте, что то, что поверх этой оси, нам нравится, а то, что ниже нее, мы считаем жутким. И для начала рассмотрим вот эту линию. Это линия тех вещей, которые неподвижны. Промышленный робот. Нам на него все равно, это обычная машина, да и выглядит так же. Мягкая игрушка. Но разумеется, нам это нравится, привлекательность растет. Далее, намного менее привлекательной выступает маска японского театра «Но», которая олицетворяет страдающего призрака, пребывающего в аду. Это писал японец, так что не удивляйтесь примером. Затем идет неподвижный труп. Он на дне этой неподвижной линии. И не просто так.
Разве нам нравится смерть и бездыханные тела? Разумеется, нет. Далее идут протезы, от которых нам тоже не по себе. Выходя из этого обрыва, мы встречаем обычную куклу, миленькую, привлекательную. Если у вас, конечно, нет боязни кукол, я так подозреваю. А если есть, то... да. Удачи вам при просмотре этого ролика. И закрывает этот парад еще одна маска для японского театра, только теперь изображающая обычного старика. Но самое интересное начинается, когда мы смотрим на линию вещей, которые двигаются. Промышленные роботы остались на месте, с ними все хорошо. На другом конце графика обычный здоровый человек. Но что происходит между ними, очень странно и пугающе. Гуманоидные роботы, которые становятся все больше похожими на человека, все больше нравятся людям. Но классно же. Но вдруг они стали похожи слишком сильно, и происходит полная дичь. Эти роботы оказались на самом дне, ниже трупов, на уровне двигающихся трупов, зомби, если угодно. Потом идет двигающийся протез, похожий на настоящую руку. Потом Бунраку, кукла японского театра, потом больной человек, и мы наконец вернулись к здоровому человеку. Главный вопрос, что тут произошло? Почему вдруг роботы стали очень жуткими? Этот обрыв на графике Масахиро назвал «Зловещая долина». Если что-то нечеловеческое наделено человеческими качествами, мы считаем это привлекательным. Вот этот робот для игры в пинг-понг выглядит круто. Вот этот робот выглядит как дружелюбная бабушка. C-3PO прикольный, Валли милый. Но если мы дадим ему слишком много человеческого, случится обратный эффект. Эффект зловещей долины. Да, стремновато. Но это еще не все. Это эссе вообще довольно пугающее. Вот что там написано в одном из абзацев. Жутким выглядит даже один робот. А представьте себе ремесленника, внезапно пробудившегося посреди ночи. Он ищет что-то среди толпы манекенов в своей мастерской. Если бы манекены начали двигаться, это было бы похоже на хоррор. Да не было бы похоже, чувак, это прям самый что ни на есть. В общем, по его идее, слишком человекоподобные объекты становятся еще стремнее, если начинают двигаться. А теперь будем обсуждать. Несмотря на то, что концепция была придумана в 70-х, стала популярна она только после того, как эту статью перевели. И произошло это ни много ни мало через 35 лет. То есть эффект зловещей долины встречался там и тут, просто это не так называлось. Начнем с критики этого всего. В 70-х не было протезов, которые используют сейчас. И очень многие исследования говорят: извините, ваш график дерьмо. Людям, оказывается, сейчас больше нравятся протезы, очень похожие на настоящие части тела. Неправ был японец, ой, как неправ. Наверное, насчет роботов тоже. Стоп. Если бы я записывал этот ролик 5 лет назад, то я бы его не записывал. Потому что ученые не были уверены вообще в существовании этого феномена. Они проводили какие-то исследования и ни к чему нормальному не пришли. Мы до сих пор не понимаем, почему это происходит, и можно ли привыкнуть к этому. Люди даже не обязательно соглашаются с тем, что оно существует. Говорили они. Но сейчас практически никто не сомневается в том, что он существует. В подтверждение тому выступают исследования с хорошей выборкой и почти одинаковыми результатами. Как только андроид перешагивает определенную схожесть с человеком, все. Пропасть. Мы не хотим иметь с ним дело, мы ему не доверяем, он нас пугает, и все в таком духе. Получается, вы боитесь роботов не потому, что вам это навязала поп-культура, как часто бывает. Вы боитесь их на совершенно другом уровне. И это интересно. Но главный вопрос никто так и не решил. Почему? Это удивительно, ведь ученые даже нашли область мозга, где решается непростая задача – определить, стоит ли записывать вот эту тварь в разряд людей и стоит ли их опасаться. Это может быть ответом. Вы уже определили этого робота как человека, но малейшие несостыковки просто выбивают вас из колеи, и происходит этот эффект. Иными словами, робот должен выглядеть и вести себя как робот, а человек как человек. Если вдруг в этой схеме что-то меняется, эффекта не избежать. Более того, он наблюдается еще и у обезьян. Вот это для них нормально, вот это тоже нормально, а вот этот промежуточный вариант для них зловещая долина. Но, разумеется, нельзя утверждать, что это работает прям вот так же, как у нас. Нужно больше исследований. Есть также мнение, что мы признаем небольшие различия в андроиде как уродство, которое мы инстинктивно ассоциируем с болезнью, вызывающей отвращение.
А еще это может быть вызов для нашей уникальности. Ученые что, просто так взяли и попробовали меня повторить? Да что эти ученые себе вообще позволяют? На этой фотографии вам не составит труда определить, где тут человек, а где робот. Настоящие волосы, такая же эмоция, такие же глаза. Но с ним как будто что-то не так, как мне кажется. Да, вы скажете, что это субъективно, но не я один так думаю. Эти близнецы натолкнули меня на одну идею. Представьте, вы болтаете со своим другом или девушкой, общаетесь как обычно, но вдруг замечаете что-то не то. Охренеть, что происходит, думаете вы? Теперь у вас в голове только одна мысль, что вашего собеседника подменили, а он никак не хочет в этом сознаваться. Если что, то такая болезнь реально есть, когда ты думаешь, что кого-то подменили. Единственный вариант перешагнуть зловещую долину – сделать андроида совершенно неотличимого от человека. Ни по внешности, ни по повадкам. Эффект зловещей долины просто не существовал, если бы андроиды выглядели как в игре Детройт, к примеру. Все потому, что в обычной жизни мы не можем их отличить от человека. Такая же походка, такая же мимика, кожа и волосы. Ну, допустим, сделаем мы вот таких андроидов. Спасет ли это положение? Может, да. А может, вступит в силу теория зловещей стены. Она гласит, что мы через какое-то время сделаем андроидов, которые будут практически идентичны обычным людям. Только вот мы тоже станем лучше. Мы будем более проницательными и увидим микроразличия даже у самых похожих образцов. Мы упремся в стену и поймем, что мы никак не сможем преодолеть ее. И дело тут не только во внешности, железка. Ученые говорят, что мы обучены обнаруживать даже малейшие отклонения от нормальных человеческих движений или поведения. И неприязнь может усиливаться, если, например, робот или персонаж в игре пытается изобразить страх или гнев. И я это замечаю практически всегда. Очень часто фильмы и игры пытаются нас напугать нечеловеческими, будто роботизированными движениями. Это выглядит эффектно и пугающе. И это тоже можно списать на эффект зловещей долины. Сам Мори не называет свою гипотезу научной. Это была его интуиция, и он говорит, что скорее это руководство для разработчиков роботов, чтобы они учли эту проблему. И они прислушались. Каждый аниматор знает о проблеме зловещей долины, поэтому старается как-то избежать отторжения от своего персонажа. Правильно анимирует рот и лоб, чтобы эмоции были не натянутыми, а движения подходили для персонажа и определенной эмоции. Но это практически невозможно провернуть в компьютерных играх и реальных роботах. Не доросли еще, так сказать. А уж если мы собираемся сосуществовать в мире с роботами, то минимизация эффекта зловещей долины просто необходима. А то представьте, что будет с людьми, если вот этих монстров выпустить на улицу гулять. Только выпускать нужно разных, ведь в данный момент не существует робота, который будет пугать абсолютно всех. Это индивидуально. Кому-то она кажется стрёмной, а кто-то начинает смеяться. Но эффект определенно существует, просто у всех разные триггеры. У кого-то манекены, которые двигаются, у кого-то маски на людях, у кого-то определенные роботы. Кстати, рейтинг самых криповых из них вы можете найти в описании, как и все остальное. По словам того робототехника, люди должны стремиться к тому, чтобы сделать роботов, которые нравятся людям, остановиться на этом пике, а не стараться перескочить долину, пытаясь сделать роботов неотличимых от человека. Может, это не нужно и вполне вероятно, что вообще невозможно. Спорный момент. Я просто уверен, что разработчики сделают все, чтобы воссоздать идентичного человека. Это просто неизбежно, как минимум для индустрии утех, если вы понимаете, о чем я. Ну что ж, теперь вы знаете больше. Если вам вдруг при просмотре трейлера фильма «Кошки» стало не по себе от этих лиц и тел, знаете, это нормально. И вы не одни такие. Нас очень много. А все, что нам остается, просто терпеть и ждать. Зловещая долина может быть проблемой поколения. Вполне возможно, что младшее поколение будет расти уже в среде полной хуманизированных роботов и офигенной графикой. И они даже не смогут столкнуться с эффектом зловещей долины. Но я не хочу так. Да, вы все правильно поняли. Я хочу жить в настоящем, где этот эффект существует. Я хочу пугаться роботов. Хочу, чтобы про них продолжали снимать хорроры. Наслаждайтесь этим чувством, пока оно не исчезло.
если мы все-таки эту долину перепрыгнем. Но что-то мне подсказывает, что это случится не очень скоро. Снял. Да, это было легко. Не знаю, почему вы постоянно так долго это делаете. Не твое дело вообще. Но я рад, что кто-то занимается разработкой таких, как ты. Я даже не понимаю, как ты работаешь. Научись. Чего? Время сейчас такое. Нужно иметь актуальные знания, в том числе и как меня запрограммировать. Это онлайн-университет Skillbox. Номер 1 на рынке онлайн-обучения России по версии Рувард 2019. Более 30 тысяч студентов доверили им свое образование. И я тебя уже зарегистрировал на онлайн-марафон по 3 актуальным профессиям. Веб-дизайн, интернет-маркетинг и как раз программирование. Богатый дофига. Зарегистрировался он. Все бесплатно, я этих ребят лично знаю, так что можешь не волноваться. На марафоне тебя ждут вебинары от сотрудников Facebook, Microsoft, Figma, Озон и других крупных компаний. Они расскажут тебе все о диджитал-трендах на примере реальных кейсов и историй из практики. Просто обучайся и стань профессионалом. К тому же все участники марафона получают крутые подарки от партнеров Skillbox. Но поспеши, он доступен до 20 декабря. Круто, надо попробовать. Ссылка в описании. С кем ты разговариваешь?